Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро, мир вам и вашему миру. Сегодня очередное гадание на отношения. Будет 3 варианта, можете выбрать свой вариант по колоде. Будет 3 колоды. Первая — очень странные дела. Ну, возможно, у вас как-то странно все происходит, поэтому можете выбирать эту колоду. Таро сумасшедшего дома или дурдома. Многим он нравится, этот инструмент, когда отношения похожи на что-то такое, знаете, из ряда вон, да, ну, в смысле дурдома, да. Ну и третье — таинственный замок, или заброшенный замок, или старый замок, такой вот, какой-нибудь ну, это не готика, это больше такое что-нибудь, ну, в стиле, давайте, 18-19 век, да. Ну, больше там 18 вроде бы как, ну пусть еще и 19, что-то такое из прошлого. Для того, чтобы вам легче выбрать было колоду, я вам еще сигнификаторы положу, да. Первая ситуация — это выпадает маг, да. Ну, возможно, мужчина здесь достаточно инициативный, огненный, овен, стрелец или лев. Ну, а возможно, попахивает магией, да. Ну, вот странные же дела все-таки. Может быть, мистикой какой-то, да, может, магией. А в дурдомчике сигнификатором будет карта 8 мечей. Ну, как бы и страшно бросить, и уйти страшно, и вообще страшно, что будет дальше, и страшно сделать первый шаг. Ну, вообще есть какие-то страхи и сомнения. Ну, такая ситуация, да. Ну и в старом замке вы можете определиться по ситуации, если она у вас похожа на верховную жрицу. Здесь вообще какие-то тайны могут быть. Может быть магия от женщины, по первой колоде магия от мужчины, а магия на женщине может быть в отношениях, а здесь магия на мужчине, да. Ну и как минимум здесь в отношениях может играть роль старая женщина или мать мужчины, мать женщины, то есть свекруха, теща, ну или мама, да. Давайте быстренько пробежимся. Как всегда, тайм-коды в описании, ваши комментарии, в которых вы пишете темы следующих выпусков, тоже приветствуются. Пишите, пожалуйста, чего бы вы хотели, какие темы посмотреть в следующий раз. Мне будет легче. Ну, давайте положим. Маг есть, да. Кстати, в этой колоде маг есть хороший персонаж, ну, такой достаточно позитивный, поэтому... Ну, будем надеяться, что мужчина здесь позитивный. Итак, давайте посмотрим, что было, что есть, что будет в ваших отношениях. Положим 3 карты, да, пойдем по этому сценарию. Что было, что есть, что будет. Так, что было в отношениях? Ну, смотрите, было что-то вот, є таке прислів'я українською, да, пословиця, що занадто, то не здраво. Что-то у вас как-то... Была какая-то ссора, обида, вот такое вот. Что-то вы как-то, чем-то вы были опечалены, но оно уже как бы было. Давайте посмотрим тенденция. Уходите ли вы из этой ссоры, обиды? Что сейчас? Ну, смотрите, вот сейчас вот играют роль чувства. Новые чувства. Вот. И, ну, по ложкам здесь это аркан такой земельный больше, да. Что-то у вас было, какое-то расстройство, да, вот какие-то страдания, а сейчас появились новые чувства. Все-таки рыцарь спиц, это здесь в этой колоде, это рыцарь чувств или паш, не паш, это рыцарь, именно рыцарь чувств или рыцарь кубков, да. Как бы давайте, у меня такое ощущение, что как минимум мужчина, вот почему-то именно мужчина. Почему? Потому что все-таки у вас маг здесь первый, это мужчина. Мужчина решил примириться. И сейчас он пытается как-то успокоиться, как минимум. Знаете, вот как будто бы у меня такое ощущение, что он накосячил и теперь пытается... Вот сейчас прямо. Вот еще недавно он накосячил, а сейчас он пытается, ну давайте так скажем, найти к вам подход. Как к женщине. Вот мужчина здесь пытается найти подходы к женщине. Ну, а что будет все-таки? Будет страшно. Все-таки будет страшно, и будет какая-то безвыходная ситуация. Несмотря на то, что у вас была какая-то, да, ну, давайте так скажем, была проблема даже, да, вот была такая сложная ситуация. Сейчас этот человек, мужчина, скорее всего, пытается наладить отношения, но все равно, несмотря на это, оно идет в какой-то тупик. Да? Возможно, мужчина здесь пытается что-то сделать, а женщина боится, или женщина видит, что оно как бы он не пытался, все равно оно как-то вот он
упирается в глухую стену, да, и мужчина здесь может чувствовать, что он упирается, но все-таки магия, это у него-то намерений еще много, да. Поэтому, смотрите, были проблемы, были страдания. Сейчас происходит какая-то, ну, на уровне чувств у мужчины идет переосознание, но все равно, как минимум, женщина здесь боится, а мужчина еще пока к чему-то стремится и не может от намерения примириться, освободиться. Вот давайте так, да? Почему у вас были проблемы? Давайте посмотрим. Были проблемы, потому что было все спокойно. Кто-то кого-то игнорил. Были проблемы, потому что мужчина чего-то не замечал. Чего не замечал? Давайте посмотрим. Чего не замечал мужчина? А он не замечал того, что женщина к нему проявляла инициативу. Вот, интересно. Ну, так бывает, да. Вот бывает, что женщина там, условно говоря, проявляет инициативу, а мужчина не замечает чего-то, да. То есть мужчина не замечал инициативу женщины. Что сейчас происходит с мужчиной? А вот он, знаете как, у него, он хочет, знаете, немножечко как-то свое самолюбие, да, вот свое самолюбие каким-то образом подтешить. Девятка спиц — это девятка все-таки чаш, да, или девятка сердец, девятка воды. Поэтому мужчина пытается, ну, как бы найти то место, где в этих отношениях будет комфортно обоим, но прежде всего ему. Вот смотрите, мужчина без обид, но и женщина, имейте в виду, мужчина здесь немножечко о себе думает. А вот это его, да, то есть почему он хочет примириться? Он хочет, чтобы ему было хорошо прежде всего. Давайте посмотрим, он здесь думает о женщине или есть у него какие-то чувства к женщине, потому что все-таки карта неплохая и сам сигнификатор хороший. Нет, женщина ему по барабану. Как бы там я вас не хотел обидеть, может быть, да, или обидел. Нет, ему действительно здесь женщина по барабану. Королева костей — это королева воздуха. Все-таки маг здесь, хоть он и хороший персонаж в фильме, да, но он, знаете как, ну это эго, он все-таки эгоист. Он пытается примириться, да, но женщина здесь одинокая. То есть она сама по себе, поэтому он сам по себе девятка чаш, а она сама по себе. Давайте посмотрим, а почему так вот? Вот он действительно эгоист или что-то другое? Вот для чего ему этот мир, да, если в перспективе опять какие-то страхи и тупики? А смерть — это роковой. Мужчина, роковая женщина — это роковые отношения. Поэтому, возможно, он боится потерять эту женщину, да. То есть вот этим движет страх. Вот они, страхи. Проблема, да, то есть есть первоначальная карта, поэтому, знаете как, ну, страх смерти, страх потерять, страх, да, к сожалению. Давайте посмотрим, вот этот тупик, он действительно безвыходный или еще что-то можно поменять? Семерка жезлов — это сопротивление. Здесь кто-то очень сильно сопротивляется, и, скорее всего, мужчина здесь активный, а женщина ушла в глухую защиту. Поэтому, чтобы преодолеть этот тупик, нужно будет прилагать много усилий. Дальше. Вторая карта, все-таки это очень тревожная. Все время идут, видите, кости, а это воздух. То есть здесь уже вот мужчина как минимум перегнул палку, и вот знаете как, мужчина перегнул палку, а у женщины, как кажут украинскую, клямка, да, запала, да, то есть она уже не доверяет этому мужчине, понимаете, в чем проблема? Ну и третья карта, давайте посмотрим, куда оно все идет. Но будет, знаете как, будет опять какой-то этап примирения и успокоения. То есть это мужчина успокоится в конечном итоге. Мужчина успокоится, и тогда к чему это все придет? И воцарится мир, и появится ребенок. Но смотрите, расклад достаточно противоречивый. Вот. Но вот у вас ваши отношения, они роковые. Смерть в середине. Кто-то очень сильно боится. Шестерка костей, все-таки кто-то не хотел брать ответственность. Это, скорее всего, мужчина вот, на себя, да. Женщина, хотя сначала проявляла инициативу, да, была открытая. А потом, ну вот знаете, как перегорела женщина, получается, и остыла. Все-таки это холодная женщина, да. Но мужчина чувствует, что это рок судьба, да, и будет давить до тех пор, да, нагнетать ситуацию, пока он не успокоится, пока они не помирятся. Поэтому, знаете,
Здесь может быть о навязчивой идее какой-то речь, к сожалению, потому что паш костей, да, то есть это паш воздуха. Поэтому мужчина здесь будет проявлять инициативу до тех пор, пока либо женщина не сбежит, ну, вообще сбежит, либо просто она успокоится, остынет, да, но у нее будут психозы, неврозы, к сожалению, да, она вынуждена будет вот находиться в этом состоянии. Скорее всего, все будет миром, но для того, чтобы это миром произошло, страх у кого-то должен пройти. И этот страх, скорее всего, обоюдный, как у мужчины, так и у женщины. У мужчины страх потерять, а у женщины страх ему вновь не доверять. Все закончится миром, но справится ли женщина и не перегнет ли палку мужчина еще, в этом есть большой вопрос. Хотя карты говорят, что, скорее всего, результат будет положительный. Ну вот, как у вас это проигрывается, ну, в вашем, да, в ваших отношениях, напишите. И если у вас надежда, если вы видите, Солнце все-таки это очень много эго. Маг, Солнце это эго, поэтому мужчина здесь, знаете как, здесь все отношения вокруг персоны мужчины построены, а женщина сперва доверяла, а сейчас уже страдает. Страх потерять и страх неизведанного, да, отсутствие возможности что-то менять. Причем эти отношения достаточно сложные, где один давит на другого, да, а другой уже боится. Давайте посмотрим, что было в отношениях. Смотрите, было предательство и вообще был какой-то трэш. То есть, ну, реально, как бы, если не вы гамсилили его, да, били, там, как-то обижали, то он вас. Если не вы его предавали, то он вас предавал. И постоянно черт подталкивает. Эти отношения, они вообще проблемные. Априори 5, 8, 13, как бы тоже роковые, но здесь они более мягкие, а здесь они более, ну, безумные, да, вот до безумия доходят. Что сейчас происходит в вашей? Здесь сейчас мужчина пытается взять в свои руки ситуацию, да, возможно, там действует властью, ресурсом на женщину, да, женщина здесь не в лучшем положении, да, вот, здесь речь о предательстве, вот, и идет это в девятка монет. Мужчина здесь будет очень, в перспективе, очень жестко откупаться, да, то есть ему придется платить в этой ситуации, ему придется реализовывать все свои силы, все свои ресурсы, власти, денег, да, то есть мужчина будет, ну, если вот, например, мужчина предатель, то он вот как бы будет заглаживать свою вину девяткой монет, то есть, ну, там, подарками, ну, вообще, своим с бизнесом, частью бизнеса, то есть, он как бы, понимаете, как он зависит от всего, и от богов, и от судьбы, от всего прям полностью, да, и от своего прошлого зависит, поэтому, знаете, как... Вот здесь может быть газлайтинг, где именно мужчина давит на женщину, да, а женщина от этого страдает, да. То есть он сперва ее, условно говоря, бьет и унижает и предает, а потом говорит: так, нифига, ты меня неправильно поняла. Знаете, как вот нарциссы, психопаты часто так говорят: вы меня неправильно поняли. Или этого не было, или что ты там все придумаешь, все было совсем не так, я тебя там... Это у тебя не кровь шла из носа, а ты просто там попила томатного сока или там, ну, еще что-нибудь, да, такое. Поэтому вот здесь мужчина, применяя свою власть, не отпускает женщину, но после какого-то трэша он ее заливает деньгами, да, вот как-то так. Такое часто, кстати, в отношениях бывает. Давайте посмотрим, почему вот это происходит пятерка мечей. Потому что здесь двойка монет. Двойка монет, вот знаете, как бы не парадоксально, но вот от мужчины всегда вы будете здесь слышать: я хочу изменить что-то к лучшему, я стараюсь как могу и хочу как лучше, а получается как бы как всегда. Почему так? Ну, потому что здесь мания величия, император. Здесь мужчина просто имеет априори завышенную самооценку, и эта самооценка, она просто, вот, знаете, как она будет женщину всегда загибать, да, вот ставить, ну, извините, да, давайте назовем ставить раком, но не именно в коленно-локтевую позу, а ставить зависимую позу. Почему? Потому что мания величия, звездная болезнь, император. Все, это, ну, это, вот этого мужчину вы уже точно не исправите, нифига. Нифига. Будет давить, будет пугать, будет страшно, вы будете бояться и его, а как вы без него, а как вы с ним, понимаете. Давайте посмотрим. В прошлом все-таки у него 8 жезлов, да, у него какие-то кармические циклы происходят здесь, и он то любит, то не любит, то любит, то ненавидит, то любит, то голубит, то лупит, да, вот у него постоянные циклы, то есть это, знаете, как
мужчина с циклами, да, вот есть женщины с циклами, а здесь мужчина с циклами, к сожалению. Ну, выпал центральный король, вот здесь сегодня все косяки, все палки летят мужчине, да. Давайте посмотрим, что сейчас с этим командиром происходит. Десятка кубков, он, вот знаете, он сейчас счастлив. Я вам даже скажу, что этот человек может быть вампиром, а он этого не осознает, его все устраивает. Сейчас счастлив, да, и вот он, как чтобы у вас ни происходило, он говорит, так я же хочу как лучше, я хочу, чтобы ты была счастлива. Понимаете, в чем дело? Что сейчас еще важно здесь, да, у него? Еще шестерка монет. Так я вот тебе, что ты хочешь? Ну, не давал я тебе, так вот на, получи. Там, вот тебе ключи от машины, вот тебе ключи от квартиры, вот тебе там ключи от сейфа, вот тебе давай то, все, давай вот не хотел я тебе там, давай вот это, пойду там. Он будет все время соглашаться, он будет такой адаптивный, да. Но это не значит, что с этого императора, видите, смотрите, он опять в треуголке, да, и у него черт на голове сидит. Ему сейчас так удобно, он хочет просто замерить, да, почему? Потому что он немножечко играет, он поигрывает этим, да, почему он поигрывает? Может быть, в прошлой жизни он был женщиной, и им поигрывали, да, или он там отрабатывает какую-то карму, да, какого-то диктатора, императора, психопата, да. Мы же не знаем, да, мы можем только догадываться, почему он опять в треуголке, он здесь в треуголке, он здесь в треуголке, а вот здесь он король, и будет все так, как он хочет, как хочет его величество. Поэтому что сейчас будет? Он будет счастлив от того, что он вас опять укатает на что-то, да, ну, задобрив вас девяткой монет. Стоит ли вам брать эту девятку монет? Да, вот видите, он опять вам впихивает невпихуемое в ваш ротик, да, говорит, кушай, Маша, там, или Даша, или Глаша, или там, ну, как вас еще можно назвать. А вот, стоит ли вам задабриваться, да, брать, идти на уступки? Ну, может, у вас немножко не такая ситуация, но вообще. Десятка монет, но вы рассчитываете на перспективу, то есть вы, как партнерша, и имеете в виду мужчины, какие бы вы там ни были по характеру, женщина здесь тоже играет свою игру, 19, так как бы все нормально у нее тут. А вот, но все-таки десятка монет, девятка мечей. Нет, здесь, смотрите, здесь опять пойдет, здесь будет, знаете, постоянно, к сожалению, я рекомендую здесь как минимум женщине выскакивать из отношений. Мужчины здесь рулят черти, я сразу говорю, потому что, ну, император это уже все, это уже форма. То есть мужчину вы здесь не поменяете никак, абсолютно. Он здесь будет вот газовать, давить опять, там, задабривать вас, десятка монет, там, мы же родственники, да как, мы же уже там вложились в эти отношения. Не, нифига, девятка монет. Это тупик. В любом случае, в конечном итоге, кто-то из вас окажется в психушке. Скорее всего, судя по той энергетике, которую я тут чувствую, здесь мужчина будет, ну, как бы он не был безумен, он женщину, ну, доведет до, там, ну, до одиночной камеры с мягкими обоями, да, с обоями в виде матраса, да, как-то так. А стоит ли действительно бежать? Давайте посмотрим. Убегать ли отсюда? Четверка жезлов. Смотрите, карта классная, карта обалденная вообще, но это карта завершения. Я рекомендую по-хорошему завершить эти отношения. По-хорошему пока не поздно, потому что девятка мечей. Ну хорошо, давайте спросим, а если я не завершу отношения, то тогда... Тогда колесница, ну, это, понимаете, как? Вот смотрите, это император, ну, просто как форма императора, да, но он тут с гирей. А с гирей он как бы не особо еще там может двигаться, да, в ваших отношениях. Но здесь он уже без гири и с вантусом, и тут два кота, да, понимаете? То есть его, условно говоря, безумию нету и не будет предела, то есть... Моему возмущению нет пределу. Лупил тебя, заразу, я по делу. Таскал, дурак, домой деликатесы, а ты болезнь приперла из Одессы. Да? Ну, в общем, это как бы часть, да, может быть, как... Поэтому он придумает что-то новое. То есть его изощренной фантазии нет конца и края, и он постоянно будет доводить вас до безумия, к сожалению. Смотрите, здесь восьмерка мечей. Я почему говорю? Начинается восьмерка мечей, пятерка мечей и девятка мечей. Карты говорят, не то что беги, а уезжай. Пусть он сам в своем дурдоме разбирается со своими кошками, белыми, черными, да, то есть, понимаете. Что вам будет, если вы убежите, да, то есть, а что будет? Вас ждет лоботомия. Если вы убежите, он вас достанет, сделает вам маленькую ранку в голове и сделает вас овощем. Вы попали. Я вас с этим и поздравляю. Ну, вот такой вот расклад получился. Он довольно-таки безумный. Но для чего-то вам нужно было сегодня побыть в этом безумии. И как отыгрывается у вас это безумие, напишите мне в комментариях. Ну, здесь какое-то ведьмачество. Ведьма.
она, да, может, это ваша женщина-ведьма. Тут больше для мужчин интересно будет посмотреть. Может быть, свекруха, может, теща, да, мама. Ну, а может быть, есть соперница. Давайте посмотрим, кто эта ведьма, да. Это ведьма страшная, сразу говорю. То есть уже, да, вот все три расклада имеют достаточно... Вот самый первый, можете посмотреть, он самый лайтовый, поэтому, если что. Смотрите, женщина это страшная, сразу говорю. Она страшная не сколько визуально, да, потому что красота это все относительное понятие, субъективное. Здесь просто человек страшный, да, то есть он создает проблемы и будет создавать проблемы. Почему, чем, зачем такой он страшный, она страшная? Десятка жезлов, у нее судьба такая, но, смотрите, этот человек с тяжелой судьбой, но он считает, что если у него судьба тяжелая, то и у всех остальных должна быть такая же тяжелая судьба. Почему, зачем этот человек страшен? Ну, карма. Все. То есть вы его опять-таки особо не поменяете. И, допустим, если у вас там такая теща или свекровь, или жена, ну, значит, возможно, это часть и вашей кармы. Ваша ли это карма? Давайте посмотрим. Это ваша карма? Нет, это семерка кубков, это ваши фантазии, и, возможно, вы просто притягиваете себе. Вам кажется, что это ваша карма. Нет, это не ваша карма. Эта женщина вообще не должна иметь никакого отношения. Но она имеет, и здесь семерка кубков, это как минимум морок какой-то. То есть как минимум с этой женщиной рядом вы будете себя чувствовать, ну, не очень комфортно, да. И какой сюрприз вас ждет дальше, да, и как тяжелее вам с этой женщиной будет дальше, вы не знаете. Что было в ваших отношениях? Давайте смотреть. Была война, был конфликт, возможно, вы как-то познакомились на войне, на конфликте, на почве войны, на почве конфликта. Что сейчас происходит? Происходит сейчас Луна. Ничего адекватного не происходит в ваших отношениях, к сожалению. Ну, вот видите, сегодня вот прям сыпет таким каким-то, да, жесткачом. Для чего-то вам это нужно услышать. Вот. Ну и как минимум сейчас это эмоции. Вот какой-то чем-то вы недовольны, чем-то вы испуганы, какое-то предчувствие, какая-то тяжесть на душе. Что будет впереди? А впереди, кроме пятерки мечей, кроме подвоха, предательства, обмана и какого-то трэша, вас нифига не ждет. Давайте посмотрим. Смотрите, здесь как минимум изначально сопротивляется мужчина. Родственная карта. Тут как бы может быть очень сильное влияние родственников. Этот расклад можно рассматривать как диагностику на негатив, поэтому в ваших отношениях как минимум, если появились какие-то проблемы, то есть исход или источник этих проблем есть женщина, жрица, колдовство, магия, омороки и отягощение судьбы своей. То есть человек, может быть, даже и знает, что он там занимается какой-то темнухой, да, но Луна это всегда не свет. Тем более в окружении таких сложных карт, как иллюзия, как девятка мечей, как десятка жезлов, которые только отягощают. Поэтому, знаете как, мужчина, если у вас, вы чувствуете, что ваша там, ну, девушка, женщина, ведьма, ну, такая вы это не чувствуете, это реальность. А если вы чувствуете, что у нее мама там такая, ну, так она ей будет залазить в душу, может быть, там ваша девушка или жена, или кто адекватная, да, но она будет, вот, она будет, ну, знаете как, она будет, короче, срать вам в вашу жизнь. Имейте это в виду. Просто вот. И ничего хорошего по итогу не будет, сколько бы вы ни прожили. Стоит ли продолжать эти отношения? Ну, пока да. Пока для чего-то вам нужно. А для чего вам это нужно? Для чего вам даны эти отношения? Да что ж такое? Это дьявол, а вы уже просто так не отмажетесь. Смотрите, вот эта вот, условно говоря, жрица, она где-то какая-то на каком-то уровне дьяволица. Поэтому у вас уже есть здесь привязки. Просто так вы уже не соскочите с охапки этих дров, да, с этого всего процесса. Поэтому продолжать вы будете до тех пор, пока вы не перестанете зависеть, ну, давайте там, от дьяволицы, да. Чем она берет, да, чем она, эта дьяволица, берет, ну, или не оставляет вам выбора, да, или что-то магичит на любовь прямо. Тут все просто на самом деле, да, то есть как вот приворот может быть, да, понимаете. Поэтому тут как минимум магическая война. Ну, смотрите, если вы чувствуете, что вас разъединяют с вашей там женой, то разъединяют. Если чувствуете, что наоборот, вы вроде и любите, а вроде не любите, а там вот эта ведьма, мамаша, да, или жена такая, да, взяла вам, налила там, наболтала, доболтала, и все, и ходите как олень. Бывает. Ну, давайте смотреть. Луна. Центральная карта. Очень скоро что-то должна прийти, какая-то известь. Вы что-то очень скоро узнаете. Очень скоро. И у вас есть предчувствие. Узнаете и успокоитесь. И вот давайте так. Вот смотрите. У вас есть предчувствие, что вы должны что-то узнать и после этого успокоиться. Что узнаете и успокоитесь в этих отношениях? Ну, что-то про ваш брак.
Возможно, было ли воздействие на ваш брак, на ваше венчание. Да, шестерка жезлов. Вы получите результат. Вас этот результат устроит. То есть вам как минимум станет спокойнее, легче, как бы у вас перестанут скребти кошки. Может быть, вы узнаете, что там ваша теща, например, наколдовала на вас. А вы спокойненько от этого отвяжетесь, очиститесь и будете жить со своей женой или мужем, да. Или ваша свекровь там что-то наделала. То есть это коснется вашего брака. Ну и по итогу. А по итогу, ну, как минимум, вы опять, знаете, как... Даже не... Вы будете, короче, в ближайшее время... шок испытаете, и что делать дальше с отношением вы будете не знать. Да, ну немножко не в рифму. Ну вот сидите и не знаете, да, шок испытаете, и что дальше вы сидите и не знаете. Вас что-то, вы что-то узнаете о либо своей женщине, своей жене, либо ее родителях, ну вот как минимум, да, или наоборот о женщине, мужчине, маме, там, да, или бывшей, да. И вы будете офигевшие, честно говорю. Вот тут четверки такие, вы как бы успокоитесь, но вы будете просто в шоке, реально. Давайте посмотрим, ну а куда оно ведет, да, к чему это. То есть вы узнаете, получите информацию именно о браке, да, о вашем союзе, о предательстве здесь впереди, да, то есть что-то не очень хорошее, к сожалению. Давайте смотреть. Ну, во-первых, это очень нехорошее касается женщины. Обычно эта женщина очень красивая, да, то есть я говорю, это не обязательно некрасиво, но это холодная женщина, да, да, она типа далеко от вас, это больше у родителях, но это может касаться вашей жены, там, девушки. Повешенный, зависимость очень сильная, то есть кто-то либо завидует вашей красоте, либо зависит от женщины, да, то есть вы как мужчина можете здесь зависеть от женщины, то есть, ну, тут же дьявол все-таки, понимаете? Если вы влюбились в какую-то дьяволицу, да, она очень красивая будет. А может быть такое, вот мужчины часто там женятся, да, а потом у них как пелена с глаз спадает, она вроде бы там была такая красивая, а потом, ну, как бы зависимость, да, а она фураса, она дьявол, да, там может быть она адски красивая, да. Смотрите, здесь что-то кармой попахивает. Какая-то карма, отработка идет прямо. Звезда повешена и десятка жезлов. И звезда. Какое-то тяжелое преодоление кармы. А что здесь? Здесь двойка жезлов. Смотрите. В будущем у вас вскроются проблемы прошлого. Очень скоро. И здесь двойка жезлов — это привязка. Это, знаете, как балерина, да, это же деваться некуда будет. То есть вы будете зажаты в условиях чужих намерений. Звезда и повешенный, здесь мужчина попадет в очень сложную ситуацию, где он будет зависеть как минимум от двух женщин. Либо от там мамы, да, либо от соперницы. Понимаете? И как это все разрешится, к чему это все идет? А здесь еще одна луна, кстати, тут в этой колоде две разных луны. Одна луна просто страшная, да, как бы там с преодоления страхов, а вторая вот как бы луна, где такое ведьмовство какое-то идет. И жрица здесь ведьмовство. А все разрешится это в магии женской. И, ну, давайте уточняющие карты. И здесь кто-то выживет, а кто-то нет. Тут прям как бы какая-то смертельная схватка будет, в результате которой мужчина уйдет. Да? Ну, восьмерка кубков — это всегда уходит мужчина, хотя в этой колоде выходит женщина. Поэтому здесь смотрите, что у вас. Вы будете вынуждены как минимум участвовать в какой-то магической схватке или уже участвуете. Да, это вам по судьбе повешенный. И пока вы этот вопрос не разрешите, или он, ну, ваш соперник, соперница, или она, или да, или вы, или она, или. Ну, смотрите, здесь может быть такое, что, ну, я как бы предупреждаю, я не говорю, что так будет, да. Здесь страх, девятка мечей, а здесь десятка мечей. Тут в результате колдовства мужчина может умереть, поэтому, мужчины, будьте аккуратны. Да, мужчина может, да, там, вплоть до того, что спился, напился там и погнал на машине, да, куда-то автомобиле на своем, да, вот такое. Вот, но здесь реальная будет война, в результате которого будет, скорее всего, какой-то разрыв. В любом случае. Даже смотрите, даже выпадает десятка мечей, восьмерка кубков, да, это 18, опять луна. Здесь так много луны, здесь так много нахимичили, здесь так сильно надьяволичили на эти отношения, что по сути, как бы, у меня такое ощущение, что мужчина здесь, у него прямо как пелена с глаз спадет, и он схватится за голову, за живот и будет пытаться убежать. Да только вот в чем прикол. Она будет его догонять. Поэтому, ну, она, да, этот
соперница, там мать, магия. Поэтому здесь этот расклад больше о преследовании темными силами, скорее всего, мужчину. И мужчина здесь априори достаточно агрессивный и импульсивный может стать жертвой женских разборок. И в результате этого даже может пострадать. И может даже, к сожалению, я не пугаю, да, может даже и смерти не избежать. Искренне желаю, чтобы в ваших отношениях все были живы и здоровы, но учитывая то, что здесь есть магическая война, берегите женщины-мужчину. Вот здесь в этом раскладе мужчина может пострадать. Может даже, например, на войну убежать из этой магии, да, и с войны не прийти. Вот такое тоже может быть, да, здесь. А все почему? Потому что дьяволица. Соперничество, и это, знаете, как карма, вы никуда не денетесь, это уже как бы написано вам судьбой, и эта война вот между вами, она, к сожалению, надолго, поэтому здесь на выживание, и пока один другого не преодолеет, или там не прибьет магически или физически, добром это, к сожалению, не закончится. Искренне желаю мира вам, вашим мирам, берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас, и любите вы. Просто любите мир, и тогда у вас обязательно все будет хорошо. Оставайтесь на связи. Все будет доброе. Па-па.